Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это третья, заключительная часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот белочки по имени Ниса. Итак, давайте продолжим наше вязание. Для начала свяжем хвостик и потом уже полностью оформим игрушку. Итак, берем плюшевую пряжу белого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. В следующем ряду делаем 8 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Отмечаем новый ряд маркером. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали. Далее в следующем ряду вяжем 2 столбика без накида плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Провязали. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, плюс 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения 48 столбиков без накида. И последний 48 столбик без накида, не довязываем его до конца, на нем мы будем менять цвет пряжи. Провязали 48 столбик без накида, не довязали. Берем плюшевую пряжу оранжевого цвета и довяжем вот этот последний столбик без накида. Далее следующие 3 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 48 столбиков без накида, и вяжем уже оранжевым цветом. И еще хотела сказать, белую пряжу не отрезайте, так как она нам еще понадобится. Провязали вот этот вот последний столбик, слегка распустим, на нем будем менять мы цвет пряжи на коричневый. Довязываем последний столбик, новый ряд у меня уже отмечен, и следующий ряд вяжем также без изменения 48 столбиков без накида и уже коричневым цветом.
Провязали. Также последний столбик в этом ряду не довязываем до конца. На нем будем менять цвет пряжи на белый. Берем белую пряжу. Здесь оранжевый хвостик я завязала на белой ниточке, зафиксировала. И так вот слегка натягиваем, тут только не сильно, чтобы не стянуть вязание. И довязываем вот этот вот столбик без накида. Далее следующий ряд также вяжем без изменения 48 столбиков без накида белым цветом. И последний столбик не довязываем до конца, на нем мы будем возвращаться к оранжевому цвету. Провязали. Далее берем ниточку оранжевого цвета, довязываем последний столбик без накида. Далее провяжем здесь пару столбиков без накида в новом ряду, чтобы зафиксировать хорошо ниточку. И далее отрежем уже нам ненужные цвета. Завязываем на узелочке. И продолжаем вязание. Этот ряд мы тоже провяжем без изменения 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4 плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Так повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Лишнюю провязала. Итак, вяжем 4 столбика без накида плюс 1 убавка. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 40 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали. Далее 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 32 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида,
плюс 1 убавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали. Далее следующие 10 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Далее наполним немного наполнителем. Берем наполнитель и вот эту вот часть наполняем совсем не плотно. То есть чуть-чуть наполнителя, распределяем его равномерно. Вот. Потому что для того, чтобы нам потом вот так вот такой вот формы согнуть, чтобы наполнитель нам не мешал. Вот видите, вот допустим вот здесь вот у края тут совсем практически его нету. Вот самое большее наполнителя это будет вот в нижней части хвостика, для того, чтобы здесь был объем. И то тоже не сильно плотно. Вот так это выглядит с наполнителем. Берем вот здесь вот за кончик и подтягиваем вот к этой части, так как здесь мы будем этот кончик вот в этой части пришивать к хвостику. Вот так вот подталкиваем и смотрим, не будет ли нам мешать наполнитель, легко ли мы сможем это сделать. Вот такая вот форма будет. Вот, достаточно этого наполнителя здесь. Даже мне кажется, у этого хвостика я больше здесь сделаю наполнитель. Ну, посмотрим. Может быть, я его и вытащу, если не смогу свободно пришить. Итак, давайте продолжим наше вязание. Далее вяжем 1 столбик без накида и 1 убавочку. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Далее следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Провязали. Далее дозаполним, маркер уже уберу, дозаполним вот эту вот часть наполнителем, и эту часть наполняем плотнее, чем вот эту, но тоже не сильно, только для того, чтобы придать объем. Далее делаем 8 убавочек подряд. Провязываем по 2 петли вместе. И так 8 раз. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 2 вот этих ряда 4 столбиками без накида. 2, 3 и 4 буду вязать вспомогательным крючком. Вот тут вот крайняя петелечка, она без пары. И 4 столбик без накида. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И хвостик прячем вовнутрь вязания. Далее
пришьем вот этот вот кончик хвостика вот к этой части хвоста. Вот так вот. Так, и немножечко я, наверное, все-таки повытаскиваю наполнителя, потому что немножечко туговато идет. Если вы так же, как и я, наполняете игрушки холофайбером, наполнителем, который скатан из таких вот шариков, то если вы переборщили с наполнителем, то можно в равномерных местах вот так вот по несколько шариков повытаскивать. Только не делайте, не пробуйте это со сплошным наполнителем делать, потому что это будет вытягиваться очень большой кусок, и так можно будет все столбики повредить. Вот так вот равномерно вытаскиваем, сколько нам нужно. Так, сейчас еще здесь немножечко повытаскиваю. Достаточно. Попрячем то, что выглядывает. Итак, будем вот этот вот кончик пришивать к этой части хвостика. И чтобы у нас во внутренней части остались вот эти вот переходы цветов, чтобы мы их спрятали. Берем иглу, швейную нить, сложенную вдвое. И там, где мы вязали на хвостике 10 рядов без изменения, и где-то вот здесь вот в серединке этих рядов и будем пришивать кончик хвостика. Вот так. Заводим иглу в серединочке, выводим на другую сторону. Здесь берем именно вот кончик хвостика, не серединку хвостика, а где-то вот здесь вот, не серединку кончика, а где-нибудь сбоку, потому что будем пришивать здесь, потом здесь и здесь, как бы вот в 3 местах, чтобы крепче сидел хвостик. Выводим иглу к хвостику через петлю. Помогаем пальцами, подтягиваем все, чтобы не порвались у нас столбики. И делаем узелочек. Завязали на узелочке, ниточку отрезали, потом эти хвостики спрячем. Опять берем иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Заводим здесь уже теперь рядышком и захватим уже серединку кончика хвостика. И также ее пришиваем. Также завязываем на узелочке и отрезаем, оставляя небольшие хвостики. И последний сделаем стежочек, третий.
Все, теперь эти хвостики прячем вовнутрь большого хвостика. Вот так вот выглядит хвостик. Далее дооформим мордочку белочки и потом уже пришьем к туловищу хвостик. Реснички я уже приклеила. Далее вышьем полосочку вот в этом месте коричневого цвета. Заведем стеглу. Ориентируемся по носику, ровно посередине носика. Делаем таким с легким натяжением. И теперь вот этот вот узелочек, вот так вот подтянем эту ниточку и спрячем хорошенечко так вовнутрь мордочки. Далее вышьем брови. Берем швейную иглу и неплюшевую пряжу черного цвета или же коричневого цвета и вышиваем брови в 4-м ряду от, если считать, от глаз кверху. 1, 2, 3, 4. Итак, заводим. Это здесь вот так вот сбоку. И как вот нам нравится, так и располагаем брови. У меня на той вот игрушке между бровями расстояние 5 столбиков. Ну да, и здесь тоже будет 5 столбиков. Вот так. Далее расслаиваем эти хвостики на равные части. И за заднюю стеночку любой подходящей петли фиксируем на узелочке. Надо найти именно заднюю стеночку, чтобы хорошо потом спрятать эти узелочки. Я чуть-чуть ниже спущусь.
Все, хвостики спрятали. И со вторым хвостиком делаем точно так же. Далее соединим ножки, чтобы они вот так у нас в сторону не торчали. Соединим вот в этой вот части, вот здесь вот сбоку на лапках. Захватим по 3 столбика с каждой лапки вот так вот ниточкой, иглой и швейной нитью, сложной вдвое. Здесь вот подхватываем. На одной ножке и также, чтобы было равномерно, на второй ножке. И теперь подтягиваем друг к дружке. И завязываем на узелочки, отрезаем лишнее, оставляя небольшие хвостики, которые потом прячем вовнутрь лапок. Далее пришьем хвостик. Хвостик у нас будет пришиваться к туловищу и к голове. К туловищу вот в этой нижней части и к голове вот в этой части. Начнем сначала с туловища. Ниточку я уже зафиксировала, определила себе место, где я буду пришивать хвостик. Хвостик пришиваем в том ряду, который идет после ряда, там, где мы делали 4 столбика без накида плюс прибавка. Следующие у нас 5 рядов идут без изменения. И вот на этом первом ряду без изменения и будем фиксировать хвостик белочки. И далее тем же путем, только в обратную сторону. Возвращаемся к хвостику, завязываем на узелочки, отрезаем лишнее и хвостики прячем вовнутрь туловища. Далее пришьем хвостик к голове. Пришивать будем за 6-7 ряды на голове, если считать от того ряда, там, где мы чередовали столбик без накида плюс прибавочка. И вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сначала вот на этом 6-м зафиксируем хвостик и далее зафиксируем на вот этом вот на 7-м. На хвостике считаем 1, вот от белого ряда, 1, вот первый оранжевый цвет от цвета, это будет у нас 1, далее 2, 3, 4, 5, и вот этот вот 5-й ряд мы будем фиксировать за 7-й ряд на голове, а 6-й ряд на хвостике будем фиксировать за 6-й ряд на голове. Итак, как мы это сделаем? Берем иглу и швейную нить, сложенную вдвое. Сначала будем 6-й ряд на хвостике. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И отмечаем для себя серединные 3 петли, 3 столбика или 4, как у вас там получится. Так, сейчас я вот смотрю, я думаю, вот эти вот 3 будут достаточно. Захватываем эти 3 столбика на хвостике. И также находим 3 столбика серединных в 6-м ряду на голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот будут серединные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, наверное, вот эти 3 столбика.
И вот так вот тихонечко подтягиваем и завязываем на узелочки. Далее хвостики потом спрячем. Далее пришиваем 5-й ряд хвостика к 7-му ряду на голове. Как мы это сделаем? Находим серединные 6 столбиков на хвостике и парные 2 столбика. Делим это 6 на 2, и у нас будет 3 парных столбика. И за вот эти парные столбики и будем фиксировать отдельно каждую пару. Будем фиксировать к паре, к такой же паре на голове. Находим 2 столбика, подходящих нам на голове, и хвостик помогаем пальчиками, подтягиваем и завязываем на узелочки. И так сделаем со второй парой и с третьей парой. Ну все, хвостик пришит. Все ниточки от хвостиков я прятала вовнутрь головы. Вот, вот такой вот хвостик у нас получился. Остался последний штрих, это завязать бантик. Итак, наша с вами белочка полностью готова. Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Жду фото ваших работ. Если делитесь в Инстаграм, то ставьте хэштег решетка по нижнее подчеркивание МК, нижнее подчеркивание The Handmade. Тогда я буду видеть ваши работы и делиться у себя в сторис. Мне очень будет это приятно. Мне очень хотелось бы чаще видеть ваши работы, сделанные по моим мастер-классам. Или же можно прислать мне на электронный адрес. Вот здесь я напишу название моего электронного адреса. Итак, кто не подписан на мой канал, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Еще раз всем спасибо большое, всем пока-пока!